Друзья, посмотрите, вот такая красота невероятнейшая у нас получилась. Сказка от слова мечта. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Потрапезим, канал о еде и путешествиях. Сегодня, по многочисленным просьбам наших дорогих подписчиков, мы с вами приготовим фунчозу по-корейски. Оставайтесь с нами, мы начинаем! Итак, для приготовления фунчозы по-корейски нам потребуется сама фунчоза. Здесь у меня 250 грамм. Возьмем половинку красного болгарского перца и половинку желтого. Этого будет достаточно. 600 грамм куриного филе. Можно взять говядину, свинину. Можно вообще без мяса готовить. Один среднеплодный огурчик. Из зелени мы возьмем зеленый лук и кинзу. А также 2 небольшие головки лука, морковка и 5 зубчиков чеснока. Для начала нам необходимо замочить в горячей воде фунчозу. Заливаем нашу фунчозу горячей водой. Нам необходимо, чтобы фунчоза полностью была покрыта водой. И оставляем ее на 5 минут. Друзья, фунчоза бывает разная, бывает потолще, потоньше. У меня она тоненькая, поэтому я буду замачивать в кипятке. Если она средняя либо толстая, ее необходимо будет отварить буквально 3-5 минут до готовности. Все, засекаем 5 минут, пока убираем в сторонку. Пока подготовим овощи. На терке для корейской моркови натираем нашу морковку. Итак, морковку мы натерли. Пока тоже в сторону. Болгарский перец нарезаем пополам. И я режу в длину тоненькой соломкой. Вот такой тоненькой соломкой, как можно тоньше стараюсь порезать болгарский перец. Точно так же нарезаем желтый перчик. Итак, перцы мы порезали. Пока убираем их в сторону тоже. Дальше берем огурец. Режу наш огурец на 3 части. Нужно, чтобы примерно в длину было 5-6 сантиметров. Режу пополам. И вот таким способом, чтобы на каждом кусочке огурца была вот такая конусообразная часть мякоти. Нарезаю. Огурцы мы порезали тоже. Убираем их в тарелку. Лук нарезаем полукольцами. Тем временем прошло у нас уже 5 минут. Нашу фунчозу необходимо под холодной водой хорошенько промыть и откинуть на дуршлаг. Итак, друзья, фунчозу мы промыли хорошенько, откинули на дуршлаг. Теперь пока убираем ее в сторону, будем заниматься дальше овощами. Итак, лук мы нарезали, убираем тоже в сторону. Теперь мясо нарезаем соломкой. Примерно вот такого размера, до сантиметра. Если у вас куриная грудка и она толстая, то можно ее вдоль порезать, а потом также соломкой до сантиметра шириной. Итак, друзья, мясо мы тоже порезали. Убираем пока в тарелку. Итак, в сковородку наливаем 100 мл масла. Закидываем лук и ждем, когда он обжарится до золотистого цвета. Друзья, лук у нас уже прожарился. Закидываем куриное филе. Обжариваем филе до полуготовности, потому что потом еще закинем овощи и филе продолжит жариться. Итак, друзья, курица у нас уже практически до готовности обжарилась. Прошло у нас 7 минут. На этом этапе закидываем болгарский перец. Обжариваем еще в течение 2 минут. Прошло еще 2 минуты. Закидываем морковку. Хорошенько все перемешиваем. Будем жарить еще буквально пару минут. Нам необходимо, чтобы курица была полностью прожарена, а овощи слегка похрустывали. На этом этапе мы нашу зажарку посолим 2 чайными ложечками соли. Все, прошло еще 2 минуты, газ выключаем. Кладем 2 чайные ложки паприки. Хорошенько перемешиваем и ждем, когда наша зажарка полностью остынет. Друзья, пока у нас остывает наша зажарка, мы нарежем зелень. Лук мы будем резать 3-4 сантиметра длиной. Если слишком толстая белая часть лука, мы порежем пополам. Вот так. И режу я лук вот так наискосок. Лук порезали. А кинзу режу примерно на 1-1,5 сантиметра длиной. Вот так вот крупно. Просто ровненько, но крупно. Итак, зелень у нас порезана. Смотрите,
Лапша у нас очень длинная, поэтому мы ее порежем пополам. Сильно мелко крошить не будем, но вот так на две половинки мы ее разделим. Закладываем уже в чашку, в которой будем заправлять нашу фунчозу. Итак, лапшу мы порезали. Зажарка наша у нас остыла. Закидываем все сюда. Сюда же кладем огурцы. Кладу пол чайной ложки черного перца. 1 чайную ложку с горой молотого кориандра, 2 столовые ложки соевого соуса и вот такое у нас кунжутное масло положим 100 мл. 1 чайную ложку 70% уксуса. Выдавливаем наши 5 крупных зубчика чеснока и высыпаем сюда нашу зелень. Далее все хорошенько перемешиваем. Если нет кунжутного масла, то можно добавить кунжутное семя, а масло заменить обычным растительным. Жареное кунжутное семя тоже будет очень вкусно в этом салате. Друзья, посмотрите, вот такая красота невероятнейшая у нас получилась. Сейчас положим в тарелку и будем пробовать. Всем привет, я Леха. Будем пробовать фунчозу. Начнем с самой сложной вещи в фунчозе, это овощи. Прикольные, маринованненькие такие. Макарончики такие. Не коротенькие совсем. Прикольные макарончики фунчозовые. Сказка от слова мечта. Мягкая, сочная, остренькая такая. Прикольненькая. Одобряю. Не зря вы просили это блюдо. Так долго ждали. Так долго ждали. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши просьбы. Мы все читаем, все видим, все учитываем. Обязательно поочередно все ваши просьбы как-нибудь приготовим. И съедим. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, нам пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Да. Не забывайте позвонить в колокольчик, чтобы вам пришло оповещение о новых наших видео. Пробуйте приготовить что-нибудь подобное. Делайте как мы, делайте лучше нас. Делитесь впечатлениями. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока, приходите еще.